Ну что, здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня с нами снова Лила. Как вы уже, наверное, выучили разницу, грамматику португальского языка благодаря нашему прошлому выпуску. И вы наверняка догадались и помните, что Лила у нас фанат Южной Америки. И так как хотелось бы побольше поговорить про Южную Америку, я снова позвал Лилу на подкаст, потому что Южная Америка для меня — это абсолютно неизведанная территория, и она пока что, кажется, будет неизведанной какое-то время, но непонятно, потому что это какая-то штука. Когда вы смотрите билет, вы думаете: господи, ну не муж, 20 часов лета — это слишком много. Откуда 20 часов лета? Я проверил из Бангкока. Знаешь, выбрал из одной переди в другую, конечно. Вот, поэтому мне хотелось бы сначала, перед тем, как предпринять какие-то решительные действия, узнать побольше о Южной Америке. И у нас сегодня замечательный гость, очаровательная Лила, расскажет нам про Южную Америку. Кстати, она еще и делает тур, если что, но она попозже про это вам расскажет. Лила, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас настроение, как вам предыдущий подкаст, и начинаем разговаривать про Южную Америку. Я пытаюсь собраться сейчас серьезно после вот этого. Здравствуйте. Сразу мы так посерьезнели. Да, я попробую, на самом деле. Я посмотрела наш предыдущий подкаст, поняла, что я, по-моему, ничего нормально не рассказала. То есть это было такое по верхам. А еще, а еще, а еще. Вот, и в итоге все что-то по верхам. Там, мне кажется, все в кучу сложилось: Бразилия, Аргентина, Чили. Что, Да. какая граница, где кто? Страна Почему Южная автостоп? Америка. Да, Латам. Да. На самом деле, я вот понимаю, что я называю это Южной Америкой, потому что для меня это континент, Ну да. как неизведанная такая территория. Но самое объективное — это все-таки называть Латинской Америкой, Латам. И вот, да, это действительно отдельный, мне кажется, вот мир, страна, регион. Ну, то есть он настолько еще неизведан, что его можно вот так вот, да, в общую какую-то кучку подсобрать. Ага. Я попробую рассказать сегодня, за что я так люблю Южную Америку. Возможно, у меня получится прям противоположный эффект, потому что не все красоты Южной Америки очевидны. Вот, если вы там не были и не прониклись, если у вас нет каких-то мазохистических, например, наклонностей и так далее. Но попробую быть максимально честной, объективной. Посмотрим. Супер. С прошлого подкаста мы знаем, что твое знакомство с Южной Латинской Америкой началось с Бразилии. Да. Вот. Расскажи немножко подробнее о Бразилии, наверное. Точнее, ладно, обозначим так сначала. В каких странах Латинской Америки ты не была, но хотел бы побывать? Вот сначала давайте так. Во многих, к Ага. сожалению. Ответ достаточно для меня такой уязвляющий мое самолюбие. Но, правда, мой план был проехать всю Южную Америку, но привязанность возраста, я думаю, который меня убеждал, что здесь очень хорошо, давай сядем, давай прорастем здесь. И ковид немножечко внесли свою лепту. Я прям пожила в 2 странах, в Бразилии и в Аргентине. Вот, еще несколько посетила. Мной так остался неизведан север. Ну, то есть мы смотрим наоборот на континент, поэтому север — это то, что ближе к экватору и где тепло. И север континента для меня остался неизведан, но я не могу сказать, что я прям сильно об этом жалею, потому что там есть, например, такая замечательная территория, как французская, сейчас вот я боюсь, Гвиана или Гаяна? Гвиана. Гвиана. Да, Гвиана. Гаяна — это Ага. британская. Вот. Куда можно попасть, например, только с французским шенгеном. То есть в Южной Америке есть вот такой островок Франции. Вот. Ну, я такая, у меня как раз был открытый французский шенген, и я такая: надо ехать, но это же судьба. Начинаю читать какие-то малейшие отзывы и понимаю, что нет, спасибо. Для меня это, наверное, север. Все. Все-таки достаточно еще экстремальный. Я до сих пор не уверена, что я прям готова туда ехать. Вот та часть, которая западная, она для меня вот все еще очень желанна и не разведана.
Это Перу, Колумбия, Эквадор, возможно, даже местами Боливия. Никогда меня туда не тянуло, но у меня было несколько коллег из Боливии, и у них какая-то вот такая искренняя гордость за свою маленькую гордую страну, что я прям такая, надо посмотреть, как там живут. Что-то вот они как-то тихушно там себе живут, но у вас, походу, хорошо в целом. Что-то там такое есть. Поэтому, да, это вот, наверное, топ-4 стран, куда я еще хочу доехать. А что насчет Сальвадора? Сальвадор я не отношу... Ну ладно, это Латам, но это вот этот перешеек между континентами. Я смотрю на него с легким трепетом, но некоторой неготовностью. Объясню. То есть для меня Латинская Америка достаточно экзотична, но про Сальвадор я впервые услышала, вообще познакомившись в Бразилии с серфером, который прямо говорит: я устала от этого ритма большого города, от этой цивилизации, и я провожу большую часть времени в Сальвадоре. А как бы я не очень много все-таки цивилизаций замечала в некоторых регионах Бразилии. Нет, естественно, Сан-Паулу — это огромный, очень классный культурный центр, то есть понятно, что там бизнес, высотки, все как бы, все чики-пуки, но в Бразилии есть достаточно дикие регионы, я бы не сказала, что там есть такое ощущение, что типа не хватает вот этого уединения и отсутствия цивилизации. Но тем не менее, вот я этот отзыв услышала про Сальвадор и подумала, что рано. Мне настолько удаление от цивилизации. Манит, интересно, больше всего привлекает, как мне там говорят, там, после Бразилии там очень дешево. Но как будто бы для меня вот эти совсем островные, совсем такие очень какие-то... Ну, это не остров, ну, как бы, скажем так, мне кажется, это страна побережья, вот я так это скажу. То есть где побережье составляет большую часть и культуры, и всего, вот они у меня как будто в чуть более дальнем списке. Хотя, как бы, почему? А вот среди перечисленных тобой стран, какая была бы самая желанная для посещения? Колумбия? Мне кажется, если я назову Колумбию, то я потом очень долго буду оправдываться, что это не потому, что вы подумали. Пабло Эскобар, да. Все знают Пабло Эскобара. У меня была коллега на волонтерском проекте из Колумбии, и у нас была такая тема, что, типа, назовите кого-нибудь известного из страны. Но я могу сказать, что в России тоже никого особо приятного не называют из известных. К сожалению, там достаточно рейтинг простой. Пушкин. Про него никто не знает за пределами России. Не, ну ладно, это правда. Вот. Но первые буквы совпадают. Ловко. Так что, то есть, в принципе, достаточно... Причем я прошу кого-нибудь второго назвать, и там сразу такой... Сталин. Это в Аргентине. Вот в Аргентине хорошо знают историю, там еще каких-то режиссеров могут вспомнить, там прям культурных деятелей, писателей. То есть, да, в Бразилии все-таки нет. В Бразилии достаточно это короткая память. Вот типа, что там из последнего мелькало, какое-то было имя, вот. Да, и она как раз тоже говорит, там все называют Пабло Эскобара, и она, кажется, такая... Это не то чтобы вот тот персонаж, которым мы прям гордимся, если честно. Исторический персонаж. Да, то есть, типа, можно кого-нибудь еще? И она все время тратила огромное количество времени, чтобы рассказать про каких-то культурных деятелей, еще что-то. И в конце там финальный экзамен, типа, назовите известного жителя. Пабло Эскобар. Снова. Вот. И другие. Ну, то есть он все еще вот в лидерах, самый известный. Для меня, наверное, Перу. Во-первых, мне безумно нравится их стиль. Стиль, вайб. Перуанский реально есть, прям выделяешься. Да. Мне кажется, я жуткий шмоточник. Я прям представляю, как я эти ткани буду вот просто скупать. Эти их музыкальные инструменты, какие-то вот из меха, ламы, что-то там вот это. В общем, короче, я думаю, что шапочки этих. Я уверена, что в Перу это вот будет мой следующий просто экстаз, что я буду там... Что так? Офигеть, хочу все. Буквально недавно вышла потрясающая песня, которую мне кажется, я всем ее скинула, везде запустила, всех уже бала этой песней. Как раз-таки перуанских исполнителей, и она, мне кажется, вот настолько вообще всю Латинскую Америку отображает, и в частности Перу, про свободу, про историю, про то, как вот там частично языки местных племен используются, то есть он настолько аутентично роскошная песня.
Поэтому после этого я такая просто... В принципе, после этой песни, после ее выхода, 2 суток она у меня играла в голове вот просто. И я такая, я возвращаюсь в Латинскую Америку, я так больше не могу, мне надо туда. Поэтому Перу, да, это вот самый такой... Топ-1. Топ из того, что я еще не видела, да. Вот бывалый путешественник по Латинской Америке. Попробуем для подписчиков сделать полезным подкаст. Допустим, я хочу приехать в Латинскую Америку. Вот. Какую страну мне ты порекомендуешь на первый раз? То есть, я так полагаю, выбор из 2. Ну, поскольку, да, я объективно могу, скажем так, как-то Рассуждать. отвечать за 2 страны, вот в моем. Во-первых, цель, зачем ехать. Во-вторых, что нравится. Допустим, я человек, который любит более европейскую культуру и более такие, лично территориальные вайбы, я не знаю, как это описать. Ну, в общем, личное пространство, да. Ну, такой вот вестернизированный я, допустим, человек. Я хочу познакомиться с культурой Латинской Америки, мне типа это интересно. Ну, мне это правда интересно. Вот, и я выбираю 2 страны. Насколько я в своем воображении представляю, то Аргентина является более логичным выбором для этого. Да. Я скажу так, для меня в первую очередь разделение идет про то, условно, какая культура тебе ближе из западных. Вот. То есть для меня сильная большая разница между американской культурой и европейской. Жвачка, Кока-кола. Ну, вот что-то такое вот. Но при этом достаточно такой нацеленность на успех, некоторая гонка, вот такое. То есть Бразилия целиком выращена на американской культуре. Это вот прям максимально, американская страна, насколько может быть по духу. Эту цитату. Вот. И да, наверное, вот если американская культура в целом нравится, но при этом нет вот снобизма американского, что вот мексиканцы это уже не Америка, вот это вот что-то, то Бразилия идеально зайдет, потому что достаточно очень, даже я не знаю, как это описать, это вот просто в культуре достижений отражается, как они стараются выглядеть, как они стараются держаться. У них достаточно много чего на показ. Они достаточно активно двигаются за всеми гаджетами, технологиями и прочим. То есть у бразильца может быть бедненько, чистенько, но плазма. Бразилец может не представлять, как работать с компьютером, потому что если он не работает за компьютером, то ему это не надо. Но у него iPhone. ТикТоки, Инстаграмы, последний модный мейк, то есть это у девчонок, то есть у них достаточно вот эта культура потребления очень сильно развита, и диджитализации, да. Диджитализация. Там действительно они не отстают от этого, у них прям, они всегда идут вот впереди. Это по-своему прикольно, при том, что очень много национальных каких-то вайбов тоже сохраняется. Аргентина гораздо более европезированная, она более медленная, расслабленная, не резкая. Это даже вот во всех жестах проявляется. Аргентинцы, они вот такая классическая Европа, которую мы потеряли немножко. Поэтому если тебе ближе европейская культура и в целом какие-то границы, то это точно не Бразилия, это культурный шок будет. Да, если ты едешь с гидом там на 2 недели в тур, где тебя не подпускают к местным и показывают их вот так заповедно, тогда хоть Перу, хоть что-то, хоть французская Гвиана. А вот если ты хочешь прям пожить в этой культуре, то я за Аргентину. Я очень много теплого слышала про Чили тоже. Я тоже, да. Чили как будто бы чуть прогрессивнее, но при этом сейчас такие нотки прозвучат, возможно, не очень одобряемые обществом. Но в Аргентине комфортно визуально еще, потому что там достаточно европейская внешность преимущественно, и у тебя глаз не шокируется, что все новое, люди новые, и ты вот... То есть более привычные люди. Привычный визуальный ряд. Аналогично в Уругвае. То есть ты такой, типа, не чувствуешь культурного шока. То есть, да, новый язык,
архитектура в целом европейская, люди в целом привычные взгляды. И ты такой, типа, ну, вот как бы в целом комфортненько. И чуть-чуть там где-то какие-то детали новой культуры. В Чили больше смешения с местными племенами, там более такой характерная внешность, но, с другой стороны, за счет этого и интереснее. Но при этом у них нет тяготения к традициям. Они как раз-таки больше идут в прогресс, и поэтому, то есть визуально ты как бы видишь то, что ты в новой культуре. Потомки индейцев. Да, типа. но при этом у них это никак не вот особо так не возводится в культ. Скажем так, они очень нацелены на будущее, то есть они, вижу, вперед иду, и это тоже Я слышал, что Чили вроде одна из самых там богатых стран вообще. Да, они классные, на самом деле, они очень так... Вот вижу цель, не вижу препятствий, иду постепенно, медленно, хорошо, но четенько. Они крутышки. Вот. Но не жила, это как бы скорее такое общее наблюдение, вайб, вот, что вокруг было видно. Вот. Аргентина, она вот... Блин, я очень люблю Аргентину, я сейчас начинаю рассказывать, Давай. я прям плыву, потому что я такая, типа, ну, Аргентина, она такая, вот, не знаю, ее вот прям как старую Европу, ты ее любишь, и все. Мне кажется, Аргентина — это вот... Мне иногда кажется, что, я иногда очень грущу, что у меня юность не пришлась на Италию 80-х или 70-х. Вот когда Челентано, Орнелло Мути, вот этот вот вайб, там какие-то автомобили делают, еще курорты только вот эти открываются, они становятся благороднее, облагораживаются, но еще там в фонтанах купаются дети, вот это. В общем, вайб Грузии еще чуть-чуть сохраняющийся. То есть все красивые, нарядные, но еще вот как бы не превращенные в туристический вот этот вот... Не глобализированный, да, не глобализированный, да, нельзя. Вот, да, то есть вот этот вот, когда культуры еще пока больше, чем капитализма. Да. Спасибо, ты очень хорошо подсказываешь. Ты бы хотела оказаться, ты разговаривала про то, что хотела бы, вот, что твое детство пришлось на Италию 80-х, и то, что Аргентина тебе напоминает по вайбу старую Европу, добрую, которую мы потеряли. Да, и для меня, на самом деле, Буэнос-Айрес, то есть если тебе комфортно в Тбилиси, тебе понравится Буэнос-Айрес, потому что, мне кажется, самый близкий по настроению город к Буэнос-Айресу — это Тбилиси. Старая архитектура, причем при этом со вкусом. Со вкусом. Оформленная. Да. Вот, то есть все дворики вот какие-то обжитые, уютные. Даже вот ты просто смотришь на фасад здания, но он какой-то вот уютненький. Вот я не знаю. Вот тут плющ вьется, тут решеточка красивая, тут занавесочки вот так вот ветром развиваются от открытого окна. И ты такой... Вот в Буэнос-Айресе есть этот вайб, и в Тбилиси он есть. Поэтому да. Если вы в Тбилиси, и вам здесь нравится, и вы такие, латинское, как это, что? Это вот через Буэнос-Айрес заход. Оптимальный. Правда, лучший город, мне кажется. Но я сразу скажу, чтобы это вот мое заявление оставалось максимально корректным. Я думаю, что вся прелесть Буэнос-Айреса вот она прямо сейчас, когда там вот эти пожилые доньи, сеньоры в центре сидят, вот у них эти артритные руки, не разгибающиеся пальцы, но в перстнях, уложенные седые волосы, но вот уложенные, залитые лаком красные губы, они вот такие сидят и разговаривают, пьют шампанское. Вот это вайб Буэнос-Айреса. Вот прям очень красивой старой роскоши. Но я боюсь, что вот как только этих доней станет все меньше, этот вайб потеряется, потому что сейчас, конечно... Глобализм. Да. И они как раз-таки сохраняют этот вайб очень сильно, потому что молодежи не так много в Аргентине, преимущественно все равно разъезжается. Ну вот именно портеньос, вот коренные именно жители Буэнос-Айреса, они в основном, у кого есть капитал, они все почти уезжают, строят бизнес и развиваются, растут в других странах из-за существующего кризиса. Мне в некотором плане повезло, потому что я была в Буэнос-Айресе именно в кризис, в локдаун, многие приехали к семье и остались. То есть в целом это достаточно была такая очень элитарная выжимка, никаких туристов, только вот все сидят, как раз-таки пьют шампанское и ждут, когда закончится локдаун. И молодые, и старые. Сейчас по-другому. Все говорят, что Буэнос-Айрес — это прям мегаполис, он живет, но мне нравился он тем тихим. Возможно, даже сейчас я вот приеду и такая, ой, что-то какой-то ты слишком глобальный и большой и современный, не нравится. Тоже такое может быть. В Буэнос-Айресе есть, естественно, и современные районы, тоже классные, но вот я говорю о том, что нравится мне вот эта европейская часть. Мне повезло, поскольку был локдаун, я за совершенно символические деньги жила в Реколете прямо напротив кладбища. Что? Я сейчас объясню, почему это было круто. Кладбище Реколета
Это прям культурный центр в Аргентине. Вокруг него находятся улицы баров. Кладбище очень красивое, с этими старинными склепами, ангелами, лепниной. В общем, просто совершенно роскошно. Туда водят экскурсии. То есть это прям действительно место посещения. И вокруг него рядышком барные улицы. И в этом есть особый кайф, когда ты на 2-м этаже этого бара пьешь с видом на кладбище и такой... Я приближаюсь к вам. Мне пока не к вам. Мы вот... Мне кажется, в этом, на самом деле, очень классное отображение аргентинской культуры. Вот это вот умение соседствовать со смертью, не бояться ее, с этим упадком общим вот города. То есть он такой стареет, там все. Но при этом наслаждаться жизнью. Вот, то есть вот это вот мементо море, или как оно, вот оно вот прям максимально там ощущается. Я сразу выбирала этот район, мне очень хотелось жить именно вот на этом стыке. Но я там допустила свои ошибки, которые не повторяйте, если вы путешествуете. Я выбирала по локации дом. Ну, во-первых, дом 13-й, квартира 13-я. Мне дали на передержку черного котенка, который все время смотрел куда-то в угол. А я напомню, за окном кладбище. В общем, подписчики, смотрите, какая штука. Если вы скучаете за старую Европу, либо вы такой человек, а также, если вы любите вайбы Тбилиси, если вам нравится ухоженность и прелестное очарование этого города, то Буэнос-Айрес — это ваше окно в Латинскую Америку. Да. А если вы любите есть гамбургеры и пить Кока-Колу, В огромном количестве, такое количество Кока-Колы. Да. то заходите в Бразилию. А Да. в какой город? Сан-Паулу? Здесь начинается вкусовщина. Я жила в Сан-Паулу, но при этом мне все... Вот это абсолютно объективная реакция. А зачем в Сан-Паулу? Ну, типа, бизнес строить, окей. А зачем еще жить в Сан-Паулу? Ну, типа, это огромный муравейник с очень специфическим климатом. Климат Москва Сан-Паулу перед ответ. хуже. Сан-Паулу — это что-то между Батуми и Питером. То есть там постоянные дожди, но там еще и нет моря. Интересно. И ты такой, типа, за что вообще? Почему ты в Бразилии, но постоянно дожди, прохладные, сумасшедшие? Вот, типа, раз в день там обязательно проходит дождь. Ну, типа, он теплый летом, но зимой там достаточно мерзко, может быть, до 0. И ты такой, типа, почему я в Бразилии вот в этой сране живу? Ну, для меня Сан-Паулу не город вообще мечты. В основном там остаются жить те, кто либо настроен строить бизнес, особенно какой-то международный, то есть привязка есть к офисам и так далее. Ну, либо те, кто, ну, как бы, кому нужны именно вот эти люди, коммуникации, большое количество вот этой развитой инфраструктуры. Больше, чем Сан-Паулу, мне не нравится только Рио, потому что в Бразилии, правда, столько прекрасных городов, что я совершенно не понимаю, как можно полюбить Рио. Когда я очень хотела попасть в Рио, естественно, потому что все знают про Бразилию, в первую очередь Рио-де-Жанейро. Ну да. Я помню, что я очень долго туда хотела поехать, подбивала знакомых, и мне кто-то из коллег просто сказал, что, поверь мне, Рио — последнее, что ты хочешь увидеть в Бразилии. Я такая, ну как? Съезди, посмотри, отметься, сфоткайся с вот этим, с Христом, с чем Да, вот это все. да. И ты такая, слава богу, мне больше сюда не надо. И я, правда, это почувствовала так. У меня было дикое разочарование, наверное, от больших ожиданий. Потому что вот эти все пляжи, Ипанема, там, все эти холмы, ты ждешь чего-то абсолютно райского, а из-за количества туристов, Людей, да. не очень большой безопасности города, в конечном счете пляжи грязные, шумные. Ну, и я такая... Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это не то, да. Я сразу скажу, здесь оговорка. Штат Рио-де-Жанейро роскошен. Там есть рядом небольшие городки, серф-споты, острова, и они просто безумно потрясающе красивые. Есть совершенно чудесный такой прям имбирный пряничный городочек Парати в Рио-де-Жанейро, в штате Рио-де-Жанейро, который совершенно космический, с шикарными вот пляжами, водой, все вот как надо. Но сам город Рио, я считаю, что ну, вот это однодневный выезд, максимум вот с одной ночевкой, когда вот ты все это смотришь, отмечаешься, потому что иначе не поверишь, что ты был в Бразилии, и сваливаешь какое-нибудь красивое место. Это моя вот убежденность насчет. И желательно без телефона, да, насколько я понимаю.
Про безопасность можем Ну, без телефона поговорить. ты в итоге все равно останешься, просто твой выбор, ты его оставляешь как бы заранее где-то в другом месте или оставляешь в Рио-де-Жанейро. Безопасность в Бразилии — это болезненная тема. Я очень люблю Бразилию, но надо это закладывать вот в базовые риски. Там воруют много, но это... Грабят? Да, грабят. Степень опасности зависит от контекста местности и сопротивления твоего. Есть совершенно разные истории, когда там человек слишком сильно держал телефон, и поэтому его там пырнули ножом, чтобы отобрать. Были случаи, когда люди не понимали, что от них хотят, позвонить, что я не дам, все, и из-за этого просто идите нафиг, и не забирали телефон. То есть это настолько вот расклад везения, Не, ну да, что на его кого не попадешь. предсказать. Да, это вот прям не предсказать, это как пойдет. Мгм. Вот. Однозначно можно сказать только то, что это опасное место. Небезопасная. Для меня была Небезопасно. сильная вот эта грань, когда я из Бразилии въехала в Аргентину. В Аргентине тоже есть неспокойные районы, то есть я сейчас не говорю там, что надо расслабиться и все. Ну, конечно. Легко. Но для меня был шок, когда я прожила год в Бразилии, и мне, в принципе, ощущалось мной как безопасно. Ну, то есть меня ни разу не ограбили, ни разу не было никакой неприятной ситуации, поэтому, ну, я для себя определила как, ну, типа, мы поладили с этой страной. Но я прям поразилась тому, что я въехала в Аргентину, и я в какой-то момент поняла, что мне стало спокойнее. У меня немножечко плечи опустились. Я поняла, что я избавилась от ощущения, что тебя сверлят взглядом. Вот в Бразилии есть такой момент, что ты прям, не знаю, затылком чувствуешь, что тебя пасут. Постоянно оценивает кто-то. Пасут, да. То есть, типа, есть что забрать или нет. Ну, то есть, на тебя могут не докопаться, ничего не забрать, но вот это ощущение, что тебя сканируют на платежеспособность где-то фоново, оно прям было, и вот реально плечи опускаются, когда ты выезжаешь за пределы Бразилии. То есть там реально прям этот выдох есть, поэтому сейчас опять-таки могло что-то поменяться за последние пару лет, но в целом, да, Бразилия, вот это ощущение небезопасности, оно преимущественно есть, но в крупных городах, опять-таки. То есть, условно, совсем маленькие городки, там люди не запирают двери, и это тоже нормально. Это как повезет, куда попадешь. Ну да. То есть лучше ехать с Nokia 3320. Есть определенный набор, что надо делать. Если ты будешь с Nokia, тебя могут случайно, ну, как бы, пырнуть или пристрелить из-за того, что не поверят, что ты правда пользуешься этим телефоном. Напоминаю, бразильцы достаточно гонятся за технологиями, они не поверят, что ты с Nokia живешь. Вот, поэтому, то есть, если у тебя, ну, то есть, есть истории, что очень многие носят с собой два телефона, один типа на виду, другой где-то, и там прям требуют достать второй, который получше. Ну да. Поэтому, видел если у тебя не будет второго, то могут подумать, что ты выпендриваешься, и что-то сделать событие печальное, да, так что... Был ли у тебя опыт вот ты сказала, не было проблем, да? Видела ли ты, чтобы у кого-то они были? То, что они были, точно я могу сразу сказать. У меня не было ни одного знакомого, которого не грабанули. Статистика такая. Это мы вырезаем. Для тура, так сказать, не подходящая. Нет, я честна. Поэтому оформляем страховку. Вот, это правильно. Страховку всего. Ну, слушай, ты задал вопрос, на который я обязан честно ответить. Да нет, так и надо. Но если мы будем это все вырезать, то смысл. Это шутка. Хорошо. У нас... Среди моих прям друзей, которые сами бразильцы, были, во-первых, случаи киднеппинга, когда их, по-моему, так называется, когда детей еще и с детьми воровали и просили выкуп. Да. С двумя это когда случалось. тоже так называют. Ну вот. Соответственно, были такие кейсы среди бразильцев, кого грабили дома. Тоже несколько кейсов было среди местных. Ну и вырвать телефон или что-то ценное — база. В Бразилии все носят телефон в трусах, и это не метафора. Вот из этих карманов, они часто даже зашиты почему-то в Бразилии, ну, типа, продается вся одежда с зашитыми карманами. Здесь не носят, в заднем кармане никогда. Ну, это да. У меня есть привычка там носить телефон, и ты каждый раз такие, типа, господи. Вот. Я сам иногда думаю, может, спереть его, когда я вижу. Это удобно, я вообще не понимаю, как можно хотеть это. В Тбилиси это безопасно, абсолютно. В Иркутске, как очевидно, нет. Вот. И они, как правило, носят вот сюда, вот прям.
Ну, то есть и это прям база. А те, кто, если живешь в каких-то небольших городках, именно на плантациях и прочее, ну, то есть в глубинке, там достаточно сильный стиль вот этого, в общем, кантри-стиль, сертанежа, в сапогах ходят в ковбойских, прям в сапоги кладут телефон, чтобы тоже не украли, если там, ну, то есть ни сумки, ничего. Вместо ножа. Возможно, и вместе. Ну да, так ловчее, кстати. То есть, да, то есть там в сумке, типа, влажные салфетки, какие-нибудь там кофточка, еще что-то, но никогда не кошелек и не телефон. И поэтому, в принципе, воровали почти у всех. У меня был единственный кейс, когда у меня попросили посмотреть время, у меня был разбитый в хлам телефон, вот прям вот паутинка по экрану шла. И я такая показываю, меня, во-первых, какая-то бабуська прям сразу вот так к себе притягивает, потому что понимает, что происходит, а я без задней мысли, посмотри, сколько. Вот. Чувак выхватывает телефон, секунду вот так его держит, прям долю секунды, и просто вот так выбрасывает, убегает. Ну вот как бы, ну, то есть опять-таки это кейс, то есть если бы телефон был нормальный, наверное, как наверное, бы оставил при себе. Да. Понятно. Вот. Ну, как скажем, фауна немножко опасная. А что насчет животной фауны остальной? Сталкивалась ли ты с какими-то гигантскими жуками, гигантскими неприятными существами? А мы тебе рекламу, да, сейчас делаем в Бразилии? Не, ну просто это такие вещи, которые всех волнуют. Допустим, меня про Таиланд всегда спрашивают, типа, Ванька, как там с тараканами-то дела? А я говорю, ну они есть, но ведь они просто, ну, часть жизни, так скажем. Они везде есть в целом. Ой, честно я скажу, что я, когда ехала в Бразилию, я ждала гораздо более тяжелой ситуации. Я не очень люблю насекомых, мне некомфортно, когда они в доме. Ну, типа, снаружи окей, но, типа, квартплату вы не платите, поэтому в этом доме вы не живете. Все так. Моя позиция такая. Но я была скорее приятно удивлена. То есть, например, первое, что заползло ко мне в дом за там, несколько месяцев жизни, это была саламандра такая, ну, ящерка. Саламандра прикольная. В итоге я так она, ну, как бы, я испугалась, когда я увидела, что что-то такое пробегает, а потом поняла, что это ящерка. В принципе, это супер, ну, типа, она реально ничего вообще плохого не делает, она меня боялась больше, чем я ее. Мы на этом прекрасно ладили. Я так понимаю, что она поджирала все, что пыталась в мой домик зайти. Ест, да. Вот, идеальное соседство. Мне очень понравилось. Из неприятного в Бразилии, на самом деле, это было почти все. В Бразилии есть вот эти тропические летающие тараканы, и в Аргентине тоже. Но надо сказать, что у бразильцев достаточно очень высокая частоплотность, во-первых. И в целом они этих тараканов не любят даже больше, мне кажется, чем приезжие европейцы. То есть реально в хорошем доме, скорее всего, ну типа каким-то образом все потравлено настолько, что вот как бы они не подходят. Всегда все вычищено, выдраено, там матрасы всем там обработаны. То есть у них прям частоплотность на уровне прям зашкаливающая, прям, ну типа стерильно. Вот это мне всегда нравилось, я захожу, и там реально вот просто стерильное пространство, ну, практически в каждом доме. Поэтому в доме я больше никакой такой живности не наблюдала, а снаружи все уже прикольные. Ну, пауков я, на самом деле, в Бразилии каких-то диких не видела. Сильно вот в национальных парках, природных заповедниках я видела каких-то там, ну, саранчу, еще что-то, ну, гигантскую, но это как бы ее несложно где-то вырастить, в принципе. Ну, типа, насекомые как насекомые. А из прикольного я видела, во-первых, огромное количество этих зеленых попугайчиков, которых там не называют попугайчиками. Они там, ну, типа, как голуби везде. Но это реально зеленые попугаи. Они прям, ну, типа, это же попугай. Если птица зеленая, значит, это попугай. Логично. А мне все были такие, это не попугая. Такая, что это? Называют какое-то непонятное слово. Я такая, ну, он же цветной. Но это же не попугай. Вот, поэтому, ну, это прикольно, то есть вокруг тебя все время. Обезьянки вот эти маленькие тоже повсеместно, типа они как белки у нас бегают, и ты в какой-то момент их не замечаешь. Колибри. И это прикольно, ты в какой-то момент понимаешь, что живешь в мире, где тебе перебегают дорогу вот какие-то обезьянки, колибри, мармозетки, вот это все, и ты такой уже как бы, ну, мойка. И прикольно. Ленивца видела. Уже на севере Бразилии, там, где вот потеплее, университет расположен... Там, короче, очень сильная биологическая кафедра у этого университета.
И вот этот лес Мата-Атлантика, который вот атлантический лес, вот эти тропики самые бразильские, частично был вырублен, а специально его оставили, чтобы исследования этого университета хорошо проходили. И вот, то есть, там просто такой момент, ты идешь, вот университетский городок, выжженная такая полупустыня, учебные корпуса, все такое современно, диджитализировано. И с другой стороны тротуара, за забором, вот этот лес, джунгли. И вот ты просто идешь в жару, и у тебя вот эта часть лица обгорает, загорает, сушится, вот как будто ты вот прям на зное на экваторе. А здесь прям прохладно, как будто вот эти обдувы с водой работают в ресторанах, которые есть, распылители. Вот настолько дикая разница вот климата просто вот на одном тротуаре. Ты идешь разными сторонами. И вот из этого леса периодически выползал ленивец. Вот. Там им даже специально какие-то делали штуки, чтобы они переползали, но они же ленивые, они откуда-то там выползут, лежат. Ну, ленивцы такие несимпатичные. Несимпатичные, да. Очень, ну, честно говоря, я увидела и такая прям... я прям обходила. У них только слава милых животных, а на вид они не очень милые. Они очень прям... И когти у них тоже такие себе. Ну да, там вот это выражение лица их, вот это... Еще и когти такие. Да-да-да. Они вообще не вызывают ощущения, что это безопасное животное с такими когтями. Я думаю, боженька смилостился, что сделал их медленными. Я бы не хотела, чтобы это животное было быстрее, если честно. Росомахи просто какие-то. Ну да. А в Аргентине как с живностью? Самое ужасное, что больше всякой живности я видела в Аргентине. Я сейчас антирекламу сделаю. Ну, на самом деле, сначала начну с хорошего. Да. Вот этот остров Тьерра-дель-Фуэго, огненная земля, у него есть один неоспоримый плюс, несмотря на то, что там снег в июне, вот это все. Пингвины чуть подальше, там надо отъехать. Морские котики поближе, но тоже надо чуть-чуть в сторону. Ну, вот львы вот эти морские, то есть они, в принципе, где-то вокруг плавают, но все-таки не прям на континенте. Там чайки огромные из прикольного. Но самое главное, там нет никаких хищников. Фильм с Леонардо Ди Каприо «Выживший» снимали на огненной земле, но снимали Аляску. И в этом самый вот просто прикол, то что, ну, на Аляске понятно, что есть медведи, а на огненной земле нет никаких хищников. То есть, условно, если ты в хорошую погоду там... Это самый безопасный трек. Потому что в Аргентине, в Патагонии дофига пум, всяких других неприятных животных, с которыми не хочется сталкиваться. А вот на огненной земле, то есть если ты ушел в хайк, то ты в безопасности. И это очень круто на самом деле. Ну, типа, я считаю, что это просто заповедник. Вот. И поэтому забавно, то, что фильм про то, как человека сильно выживал среди медведей, снимали на самом безопасном вот этом острове. Ну, чтобы на самом деле не подрал. Да. В Аргентине из флоры фауны, из прикольного, там есть гуанако. Это такие, ну, что-то типа лам, чуть менее милые, но чуть более дикие. Ну, тоже такое. И броненосцы. Да, броненосцы. Вот, в Патагонии они постоянно переходят дорогу. Это достаточно печальное зрелище, потому что не всегда успешно. Вот. Но, с другой стороны, я просто поразилась их количеству. То есть прям стадо незнакомых животных вот так бежит, и ты такой, что это? Это гуанако. Что? Как? Вот. И броненосцы тоже входят. Ну, типа, очень интересное ощущение, когда вот прям кишмя кишит животными, которых ты не видишь. Которых ты не видишь никогда. У меня в Бразилии так было. Сейчас про капибар все знают. Это же прям тренд. Капибара. А я про них вообще не знала в тот момент, когда была в Бразилии. И вот в какой-то момент переход из одного метро на другое, верхний переход. Едет капибара. Почти. Я вижу просто вдаль какое-то озеро, и какие-то огромные медведи ходят. Я такая, в Бразилии медведи в городе. Я охренела, я их сфоткала, кое-как приблизила, мне казалось, что я увидела что-то уникальное, я не поняла, почему никто не останавливается и не офигевает. Ну, типа... Медведи в городе. Я не знала, что они существуют вообще. Я прихожу там в свою принимающую семью, вот в Host Family, такая показываю, что это. Они такие, капибара! Я гуглю, я понимаю, что, в принципе, они существуют, надо мной не посмеялись. У меня был такой шок. Ну, вот вообще шок. Ну, это приятный шок. Да, это, ну, в моменте было не очень, а потом, когда разобрались, уже прикольно. Я такая, я видела капибар. Вот. Возвращаясь к Аргентине, вот там есть летающий таракан тоже.
Там они почему-то активнее пробираются в дома. Мгм. Там специфика, видимо, старой архитектуры, Да, что 100%. оно все есть. Ну, Я могу только одно сказать по поводу флоры и фауны. Вот, несмотря на то, что мы начали этот разговор про флору и фауну с того, что это антиреклама, дорогие подписчики, когда вы едете в страны типа Таиланда, там, на Тайвань, я не знаю, в южной части Китая, везде, где есть тропики, в Латинскую Америку, там, где огромное количество влаги, кислорода, ну, тропики, вот, да, там всегда будут большие жуки. Вы никуда не денетесь от этого. Никуда невозможно спрятаться. Там будут большие животины. Если у вас панические атаки от вида там большого таракана, они пройдут. да, да, то либо они пройдут, либо вам стоит путешествовать по местам, где их просто не существует. Там, не знаю, Скандинавия, например. Там Вот. жизни не существует, там никто, Нет, кроме... там маленькие комары. Типа тайга стайл, да? вот. А Карелия тогда как получилось? То есть, типа, комары у нас будут большие, а погода как в Скандинавии. Ну, Вообще за кстати, что? да. Мне Кстати, кажется. да. Так что да, подписчики, там, где классный климат в целом, там всегда будут и животины какие-то. Там классно всем, не только вам. Да, не только люди там хотят жить гигантские насекомые, гигантские ящерицы Да. и так далее. Там всем хорошо. Так всегда будет, поэтому надо просто смириться с этим. Согласна. Вот. Немножко, как это сказать, вернемся к нашим баранам. А вот по деньгам, если сравнивать Аргентину и Бразилию, где тебе показалось более доступно, где менее доступно, либо это одинаковые какие-то вещи? Я не объективно буду, потому что в Аргентине я была во время локдауна, Мгм. и ну, там немножко другие условия все равно были. То есть это не стандартные Ну да, ценники на это всё. правда. А, Я считаю, что в целом Бразилия подороже. Мгм. Но здесь тоже разные, очень расходятся мнения, потому что в целом Бразилия получше экономика, поэтому там действительно подороже. Мгм. А, В Аргентине сейчас она вроде как становится потихонечку тоже стабильнее, и, соответственно, и ценник тоже дорожает. Здесь все Мгм. достаточно индивидуально. А, Мне кажется, что в Бразилии легче жить дешевле при этом, Мгм. потому что в Бразилии чуть меньше требований, наверное, к комфорту автоматически включаются. То есть если ты снимаешь не очень дорогое жилье, ну, большая береговая линия, все морюшка, если ты выбираешь не какой-то центральный город, то есть тебе не надо жить в Сан-Паулу в центре, Мгм. а вот ты можешь выбрать любой из прибрежных городков вот по по всему Атлантическому побережью, то выбираешь не самый курортный, какой-нибудь комфортный городок, берешь там не первую линию и платишь весьма достаточно скромные какие-то деньги за жилье, Мгм. чистенькое, опрятненькое, хорошенькое. Мгм. Ешь много фруктов и выпечку там готовишь, ну ладно, даже покупаешь мясо, Выпечку. чухаско. Выпечка там, если любить выпечку, в Бразилии можно очень дешево жить. Если не любить, то чуть Особенно сложнее. белый хлеб. У всех свои предпочтения. Ну, Да. понятно. Поэтому и в Бразилии, в принципе, на этом можно очень комфортно жить. То есть у тебя все дни проходят морюшка, фруктики, и Ну ты да, работаешь. свой вайб. В Аргентине основной вайб за счет того, как ты находишься в городе. Находишься в городе, да. кстати. Посещаешь Классная мысль, определенные кстати, да. места. Да. Посещаешь, то есть, во-первых, в Аргентине, то есть, опять-таки, если забуриться куда-нибудь вдаль Патагонии, Мгм. где как бы празднуют 3 каких-нибудь фестиваля в год, надевая на себя шкуру пумы и такие гаучо, то там тоже будет недорого. Мгм. Но как бы Ну, как будто насколько ты... тебе надо Да, вот в этом да. жить. Потому что морюшка все-таки обычно компенсирует больше. И там туристический поток, все равно какие-то новые люди, свои плюсы. Вот, поэтому в Бразилии как будто бы можно жить комфортно, тратя меньше, а Аргентина все-таки требует, чтобы ты жил с большим комфортом, в хорошем районе в городе, Мгм. посещал определенные места, с друзьями вы собирались в каких-то ресторанах, и это уже так чек такой Ну и в повышается. целом город, наверное, больше наказывает развитый город за то, что Да. ты экономишь бюджет, Да, так есть скажем. такое. А давай коротенький блиц тогда. У нас, кстати, подкаст получился больше про сравнение Аргентины и Бразилии, это тоже прикольно. Вот, ну тогда можно короткий блиц провести. Мгм. Кухня, где лучше, в Бразилии или в Аргентине? На твой вкус. Аргентина. Какие блюда?
В Аргентине, во-первых, очень вкусное мясо и овощи. Они просто вкусные. Вот. В Аргентине потрясающе готовят тыкву. Вот просто запеченная тыква. Я даже не знаю, что она может быть такая вкусная. Это, ну, то есть в России это либо крем-суп, либо каша с тыквой, но она рисовая с тыквой, ты что-то такое, чё? Вот, а там прям тыква сама по себе, она безумно. Я не знаю, как они это делают, это очень вкусно. Там действительно очень вкусные вот вторые блюда. Там очень сильное влияние итальянской кухни. А я очень люблю итальянскую кухню, поэтому всевозможные там равиоли, пасты там тоже очень популярны, это очень вкусно. Там делают итальянский кофе, ну, то есть вот все как положено, и он такой прям... В Аргентине плохо только с десертами. Я искренне считаю, что они... Не очень. Главная вообще вкусность в Аргентине считается это дульче де лече. Это вареная сгущенка. И они пихают ее везде. Я просто не понимаю, как можно любой прикольный десерт вот просто туда тоже запихнуть эту сгущенку. И в какой-то момент ты просто такой, да ну хватит. И вот найти десерт без вот этой вареной сгущенки, ну, если мы говорим про какие-то традиционные заведения, сложновато. И вот здесь как бы есть такое. В Юго-Восточной Азии люди очень сладкоежки тоже. И они пихают реально сахар везде. То есть ты какой-то там пуэр заказываешь, и тебе говорят, а что может туда сахар напихать? И ты типа такой, ну, я Панамку не знаю. себе напихайте. Ну, не знаю. Я не спрашивал это на прошлом подкасте, но это всегда интересно. У тебя был какой-то опыт дейтинг-культуры, так скажем? То есть пока ты там находилась? Да, но он, наверное, какой-то не прям... Скажем так, выборка недостаточно большая, чтобы делать Чтобы какие-то да, выводы делать или еще что-то. Понятно. В целом, я считаю, что вот я говорила про разницу Бразилии и Аргентины в темпераментах базово. Я думаю, что в дейтинг-культуре это тоже ощущается. То есть, если мы говорим очень многим россиянкам, заходит вот эта вот культура Бразилии. Там обычно все очень напористые, такие вот, ну, вот эти мучачо, короче, мачо-мучачо, такие вот страстные, темпераментные, но достаточно вот такие, типа... Ну, со своими минусами из этого следующего. Да, ну, то есть, типа, ну, наверное, это очень прикольно по-своему, но в этом плане, например, мне больше заходила, конечно, культура Аргентины, которые такие вот эти вот романтики. Вот. Опять-таки, мы должны смотреть на разный контингент. Ну да, конечно. Но, в принципе, можно сравнивать, я думаю, если мы говорим про культурный контекст дейтинга, в принципе, можно ориентироваться на сериалы бразильские, аргентинские. Вот если мы вспомним, что в «Диком ангеле» там главный герой яйца мнет, сколько там, 325 серий, вот он весь такой, не знаю, ну пиздит, красиво, и ты такой, ну ладно, ну вот, и вот таешь. Вот это аргентинская культура, все очень романтично, но вот как бы вот там с мамой, с бабушкой познакомят, и потом только еще типа, ну вот что-то такое. Бразильцы, не по клону судите, там совершенно ужасный абсолютно главный герой, просто аргентинцев взяли еще и... Вот. А если мы берем вот остальных, не вот главного героя из клона, а всех остальных, которые вот это вот что-то решал темпераментно, что-то нарешал, ничего непонятно, что нарешал, но нарешал, и 5 детей по лавкам, вот это бразильцы. То есть совершенно разные культуры, но тут кому что больше нравится. А музыкальная культура какая на твой вкус тебе? Я люблю бразильскую больше, потому что вот как раз-таки вот в этом мне больше нравится, что там больше темперамента, потому что для меня вот это... Аргентина — это все-таки больше музыка танго. И я вот ее не понимаю. Я не понимаю, как можно страстный танец танцевать так медленно. Как вы вот это вот... в танго. И музыка тоже, типа, где это развитие, почему вы... Ну, я думаю, что я просто недостаточно... Ну, это про высокий культурный код, на самом деле, вот музыка, то есть танго — это достаточно непростое, да, что-то. Я думаю, что мне не хватает понимания вот глубины, поскольку я не могу оценить вот аргентинское вот эту
вайб танго, мелонга, вот это все, мне ближе вот это бразильское барабаны, эй, крутим жопой, эй! Вот, ну, видимо, мне культурно просто ближе Бразилия, я честно скажу. Ну. Это, по крайней мере, всегда завораживает. Ты такой... А татары пляшут перед кострами? Мы перед кострами. Мы просто пляшем, у нас есть народные пляски, да. Они больше похожи на бразильские? На татарские. Я не знаю, как объяснить. Выглядит, как будто бы мы вместе с конями где-то носимся вот по полям, вот мы так бегаем. Эй, вот такой вот. Мы прям бегаем. Мы не столько пляшем, сколько вот мы бегаем из точки в точку, вот что-то такое. Поэтому вы такие спортивные, понятно. Мы спортивные? Да. Ну ладно. Как скажешь. Вот. А может быть, все-таки, ну вот, назовешь любимую бразильскую еду какую-то уникальную и любимую аргентинскую еду? Ну, ты уже назвал. Ой, хороший вопрос. Так. Причем не очевидно. На самом деле, потому что аргентинская еда мне вот именно нравится простая. Ну, типа она хороша. И бразильская тоже не очевидно. Блин, я здесь вот... Ладно, сейчас сделаю рекламу. Случайно, невольно. В Аргентине есть десерт, который на самом деле считается очень уникальным аргентинским. Это малина. Просто представьте, малина в шарике мороженого и еще сверху в шоколаде. Вот это как конфетки ешь, но оно должно быть именно как замороженная мороженка. Это рецепт из Патагонии, из какой-то кондитерской именно в Патагонии. И как бы это единственный известный аргентинский десерт без вот этой сгущенки вареной. Поэтому это безумно вкусно. Аргентинцы безумно гордятся этим. Это вот у них прям такой, типа, ты должна это попробовать. И для меня был дикий шок, что в Грузии оно есть. То есть прям какое-то официальное представительство, по-моему, кто-то, кто возит именно это. То есть, короче, каким-то образом в Грузии есть официальное представительство вот этого десерта. И для меня был такой шок, когда я это увидела в Грузии. Вот. Не знаю, если мы будем называть это будет рекламой? Нормально. Вот. Франуи. В общем, там так... Короче, это роскошь просто, как вкусно. И... это вот аргентинское, наверное, самое, что меня больше всего впечатлило. В Бразилии это фрукты. Вот серьезно. Я считаю, что в Бразилии все так плохо с самой едой. У них даже нет ресторанов национальной кухни. То есть у них хороший ресторан с хорошими оценками и красиво оформленный. Это всегда либо японская, либо итальянская, либо еще какая-то кухня. Вот, поэтому фрукты. Просто вся эта экзотическая еда, фрукты, все. Вот и время пролетело. Дорогие подписчики, как всегда, казалось мало. Мне кажется, можно было побольше. Но ждите новых выпусков. Сегодня мы порассуждали про Аргентину и Бразилию. А потом можно еще про что-нибудь порассуждать. Спасибо дорогому гостю. И до новых встреч. Пока-пока.